Всем привет! Вы на канале Мир Банкнот, с вами Артур. Сегодня вашему вниманию хочу представить обзор коллекционного набора Национального банка Польши «Банкноты города польские», серии, которая не вышла в обращение. Набор пробных банкнот, также называют ее отмененная или невыпущенная серия. Такой вот альбом. Содержит альбом 9 банкнот номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 злотых 1990 года. Обзор будет состоять из 9 отдельных частей, каждая из которых будет посвящена одной банкноте из этого альбома. В первой части я расскажу историю создания этих банкнот, расскажу, какой текст содержится в альбоме, и сделаю обзор на первую банкноту в альбоме номиналом 1 злотый. Во второй части будет обзор на вторую банкноту 2 злотых и так далее. Всего 9 роликов, чтобы не сильно утомлять, так немного истории. В конце 1980-х Польский национальный банк заключил контракт по печати новой серии польских банкнот с Gesicke и Devrient, немецкая компания, которая обеспечивает печать банкнот и ценных бумаг. Новые польские банкноты были разработаны с теми же особенностями защиты, какие тогда присутствовали на новой серии немецких марок. Эскизы для всех 9 номиналов от 1 до 500 злотых были разработаны польскими художниками-графиками во главе с Вальдемаром Анджеевским. Это известный польский художник-график, автор плакатов и автор иллюстраций детских книг. Новые банкноты были отпечатаны и складированы в Германии до предполагаемого выпуска их в обращение. Примерно в то же время было принято решение о деноминации злотого, что потребовало производства принципиально новой серии банкнот, поскольку возникла необходимость корректировать структуру номинала валюты и особенности банкнот. Новое руководство Польского национального банка решило отказаться от ввода в обращение данной серии банкнот и сменило печатника на Thomas de la Rue, британская компания, одна из крупнейших в мире производителей ценных бумаг и банковского оборудования, с целью заказа там принципиально новой серии банкнот с новым дизайном и с более современными передовыми защитными свойствами. По техническим причинам изготовленные банкноты не были введены в обращение, поэтому банкноты, представленные в этом альбоме, не являются и никогда не были законным платежным средством в Республике Польша. Немецкий тираж большей частью был уничтожен, за исключением маленькой партии, часть которой была помечена как отмененная, по-польски «необеговый», а другая часть была использована для изготовления коллекционной продукции, в данном случае альбома «Банкнот Польские города». Как я уже говорил, коллекционный альбом банкнот серии «Польские города» состоит из 9 оригинальных банкнот номиналом от 1 до 500 злотых. На банкнотах изображены детали архитектуры, памятники и символы, представляющие польские города: Гдыню, Катовице, Замость, Варшаву, Гданьск, Вроцлав, Познань, Краков и Гнездно. Давайте приступим к просмотру альбома. Очень плотная обложка. И вот вступительная часть, можно сказать, введение на польском языке, и идет повтор того же текста на английском языке. Я перевел этот текст. Кому интересно, может поставить на паузу и прочитать. Дальше следующая страница рассказывает о дизайнере банкнот Вальдемаре Анджеевском, также на польском и английском языках. Вот текст, поставьте на паузу, кому интересно, и прочитайте. Так, и вот непосредственно уже банкноты. Добавлю, что все банкноты датированы 1 марта 1990 года. Все банкноты имеют одинаковый размер 138 на 64 мм. И также все банкноты имеют одинаковые защитные элементы. Многоцветный водяной знак.
орел, пяста в белой круглой области. Также присутствует защитная нить, встроенная в бумагу, волокна, светящиеся под ультрафиолетовым светом. Итак, первая банкнота. 1 злотых составляет город Гдыня. Гдыня – это портовый город на Балтийском побережье Польши, один из крупнейших портов Балтийского моря. Город возник после Первой мировой войны на месте старинной, известной еще с 1253 года рыбацкой деревушки, от которой получил свое название. Он известен своими зданиями в стиле модернизма, среди которых музей Гдыни и музей миграции, так лицевая сторона. Портовое здание – морской вокзал. Построенный в 1933 году морской вокзал был предназначен для обслуживания внешних морских пассажирских перевозок. В 1943 году здание серьезно пострадало, когда союзники бомбили порт. Отстроенный заново, он уже не восстановил свою бывшую прелесть. До сегодняшнего дня, однако, функционирует. И здесь располагаются офисы компаний, связанных с морской отраслью. С 2015 года морской вокзал является местом, где располагается музей эмиграции. Оборотная сторона. Трехмачтовый польский парусный корабль «Дар Поморца», «Дар Поморья». Судно было построено в 1909 году в Гамбурге под именем принцесса Эйтель Фридрих. Использовалось как учебный корабль торгового немецкого флота вплоть до начала Первой мировой войны. Во время Первой мировой войны корабль использовался как база для экипажей подводных лодок в Кёльне. После Первой мировой войны судно в качестве трофея было передано Франции, где поменяло название на Кольбер. В 1929 году корабль был выкуплен за 7000 фунтов польским сообществом. После генерального ремонта на верфи в Дании судно получило название «Дар Поморца» и прибыло в Польшу в июне 1930 года, где было передано высшей морской школе в Гданьске в качестве учебного судна. В 1934-35 годах судно совершило кругосветное путешествие через Панамский канал. Во время Второй мировой войны судно было направлено в Швецию и с 1 сентября 1939 года по 21 октября 1945 года стояло на приколе в Стокгольме. В Гдыню судно вернулось 24 октября 1945 года. Вскоре на нем были возобновлены учебные занятия. Судно 2 раза выигрывало в гонках Operation Sail, а в 1980 году Дар Поморья выиграл Катисарк Трофи, такая регата. Кроме того, он неоднократно занимал лидирующие позиции в регатах 1974, 76 и 78 годов. На протяжении 51 года службы корабль совершил 102 учебных рейса, посетил 383 порта. А 4 августа 1982 года Дар Поморца формально был списан со службы. В настоящее время судно используется как корабль-музей в Гдыне. Вот такая была первая банкнота. На этом первую часть обзора заканчиваю. В следующем обзоре будет обзор на банкноту 2 злотых серии «Польские города». А вам, друзья, большое спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на канал и следите за моими следующими выпусками. С вами надолго не прощаюсь. Всем желаю добра. До новых встреч.